Всем привет! Спустя очень долгое время Tech готов вам представить результаты сверхмасштабного исследования физики игры Geometry Dash. Озвучу все это дело уже я. Около года назад уже выходило подобное видео. Однако там есть одна большая ошибка. Слишком сложная подача. На сей раз Тиак нашел так много материала, что при такой подаче ничего не будет понятно. Поэтому здесь все будет рассказываться умеренно, но не менее содержательно. Присаживайтесь поудобнее, будьте готовы к длительному потоку информации. И слушать нужно внимательно, иначе в дальнейшем будет мало что понятно. Думаю, всем из вас известно такое понятие, как герцбаг, как теоретически, так и практически. В общем-то, сразу введу для вас, вероятно, новинку. Все герцбаги подразделяются на те, которые происходят по причине ломки скорости, а есть те, что происходят из-за ломки траектории. Итак, начнем. Вернусь немного назад во времени. Ну как немного, в июнь 2018 года. А именно в начало строительства часового сольного проекта Endless Travel от Tech. Тогда он уже знал о том, что в длинных уровнях создается существенный рассинхрон геймплея с музыкой, в чем убедился во время недавнего прохождения Infinity Travel. В общем, он был уже ознакомлен с главной проблемой, которую предстояло потерпеть. В ходе строительства проекта он уже окончательно убедился в ее существенности, и после этого очень долго было до боли интересно, почему это так происходит. Однако без опыта и даже без догадок о причинах такой проблемы, он никак не мог найти истину, поэтому до последнего оттягивал. Что ж, в июне 2019 года был закончен Endless Travel, и нужно было дальше фиксить баги на FPS отличных от 60. И была замечена одна ключевая деталь. Приходилось исправлять буквально половину геймплея, потому что куб двигался заметно медленнее, либо заметно быстрее, в зависимости от FPS. В совокупности с тем, что уровень идет целый час, это создавало непреодолимые трудности, и затея эта была брошена. Позже было решено замерить длину прыжка на различных FPS в конце уровня. Результаты были просто ошеломительные. И было понятно, что скорость буквально изменяется или ломается. Тогда еще точно нельзя было сказать, баг это или фича. Дальше Tech таки успел поинтересоваться физикой похожих игр на ГД. Точнее, фанмейдов игры I Wanna Kill the Guy. Оттуда он узнал про элайны и примерно в то время начал искать уровни с этой механикой. Но не об этом сейчас. В тот момент началось углубленное исследование физики игры. В марте 2020 года, когда как раз таки делался шоу-кейс Endless Travel, стало очень интересно проследить за накоплением рассинхрона. Об этом эксперименте было рассказано еще в первой части физики ГД, но в целом он был сделан не совсем корректно. Значения на счетчике обновлялись только после того, как Тиак ставил на паузу, а начинал он ставить на паузу только на 12%, поэтому до них рассинхрон не был измерен вовсе, но он там естественно был. Тем не менее, в целом уже было видно, что он накапливается довольно стабильно, но меняет интенсивность и даже сторону в точках, которые будто каждая последующая вдвое дольше предыдущей. Только в одном единственном месте это не подтвердилось, и то там банальная ошибка, вскоре сами поймете почему. Приближаемся уже к началу основного исследования. В то время уже почти полгода, как вышла первая часть физики ГД, и стало действительно нечем заняться, и началось строительство двухчасового уровня Not Travel. В целом, особо нечего сказать об уровне, потому что он был построен Tech только менее чем на 7%, но одно можно сказать точно. Когда было решено построить последнюю часть в уровне, Тиак был реально поражен. 144 FPS, на которых был верифнут Endless Travel, так же как и другие распространенные FPS, обрели сломанную скорость. Впрочем, было решено обозначить точки, где ломалась скорость на различных FPS, чем-то наподобие крестов, и было замечено, что ломались они в идентичных точках. Именно отсюда стало понятно, это все подвластно изучению.
Поскольку скорость сломалась на всех распространенных FPS до такой степени, что строить геймплей уровня становилось чем-то просто мерзким, было решено найти FPS, на которых скорость хотя бы на 0.5 режиме максимально близка к нормальной. Естественно, нужно было дать точкам порядковые номера, что и было сделано. После чего была сделана еще структура с прыжком через 2 шипа, специально чтобы обозначить нормальную траекторию. Но все, что осталось, это пойти проверить. Все FPS от 60 до 360 во всех 4 точках. Сказать, что Текафай утомился, ничего не сказать, однако результаты дали понять, что двигается он в целом в правильном направлении. Он не только нашел максимально близкие к нормальной скорости FPS вплоть до последней найденной точки 251, но и понял несколько вещей. Во-первых, первая точка, которую он нашел, не является таковой. Это, конечно, было очевидно, но в этом нужно было убедиться. Во-вторых, если на маленьких FPS скорость сломалась как-то произвольно, случайно, то на более высоких это стало похоже на какие-то диапазоны FPS, которые продлеваются со временем. В-третьих, эти точки и вправду не чушь и не выдумка, ведь скорость реально ломалась на всех FPS именно в них. Текафай сразу дал термин этим точкам для удобства – некрофазы. Он подогнал примерные координаты этих точек в юнитах, округленные до чисел кратных 30, то есть целых блоков, и изучил их соотношение. Каждая последующая точка была практически ровно в 2 раза дальше предыдущей. Текафай очень умный и только через несколько месяцев догадался, что их координаты степени числа 2. Ну ладно, для полноты картины скажем это сейчас. Он помчался дальше в глубины редактора и установил, что та некрофаза, до которой проходит Endless Travel, далеко не предел. Ему до следующей некрофазы, где сломалась скорость на 144 FPS, не хватило всего 3 минуты. Если говорить вкратце о том, что было найдено дальше, так это прыжок в 13 шипов на 4х скорости, полная заглушка скорости, очень большой угол вейва, искривление шипов и многое другое. Это как какая-то марианская впадина, чего там только не было, даже с сеткой и текстурами проблемы возникли. В принципе, уже было ясно, что некрофазы универсальные точки. Там происходит не только что-то со скоростью, но еще и увеличивается интенсивность ломки текстур и сетки в редакторе. Оттуда уже по накоплению проблемы с вращением объектов, их размерами и даже с их формой. Было решено досконально это изучить. Сначала пришла в голову идея о таблице, где будет описываться ломка скорости по оценочной шкале. Но почти сразу был отказ от этого. Это долго, утомительно, неточно и абсолютно неудобно для чтения, то бишь для восприятия. К сожалению, Текафай от первых 2 проблем избавиться в любом случае абсолютно никак не мог. Однако от неточности и неудобства вполне. Можно ведь сделать график, на котором будет наглядно сопоставляться скорости. Но как? Тут ему пришло поочередно 2 варианта. Первое. Соотношение длины прыжка на персонажа в далекой некрофазе с длиной в ранней, находя методом подбора соответствующий коэффициент. От этой идеи сразу был отказ, потому что это не решает проблему неточности и все еще отчасти содержит субъективную оценку. Второе. Соотношение длины прыжка на персонажа в далекой некрофазе с нормальной длиной, как будто по линейке, прямо в редакторе. Эта идея сразу была по душе, она и стала основной и ведущей. Однако тут есть свои проблемы. Во-первых, как это должно работать? А во-вторых, каким образом? На каком в принципе персонаже это рациональнее всего осуществить? Если брать один из персонажей, обладающих траекторией, то результаты будут сбиваться от того, что траектория сама по себе слегка меняется с повышением FPS. Чего не сказать про угол вейва, он всегда постоянный, и если он изменяется, то по его углу можно измерить величину ломки скорости. К тому же не придется делать несколько разных линеек для разных скоростей, что тоже является плюсом. Но зато Текафай успел понять одну важную вещь. Есть некоторый лимит FPS, на которых есть скорость. К примеру, FPS 251. Уже на 252 и выше скорости не будет, как бы вы ни пытались ее найти. На 251 при этом будет максимальная возможная скорость. Именно при такой ломке и был совершен прыжок в 13 шипов на 4х скорости, а также удалось получить максимальный угол наклона вейва. 13 шипов как раз ровно вдвое больше, нежели можно перепрыгнуть, имея нормальный коэффициент,
Именно поэтому был взят максимальный угол наклона вейва за 2.0 множитель. При этом стоячую скорость, что логично, за x0. Так и получилась эта линейка. Ну а теперь, как зная эту величину, найти искомую скорость? А все просто. Нужно коэффициент умножить на это самое значение на шкале. Так скажем, множитель. Далее я именно так буду называть значение на шкале. Таким образом, 1,6 умножить на 2 равно 3,2. Проверим максимальный прыжок на этом коэффициенте. 13, что фактически верно. Еще сразу скажу, что выставив этот коэффициент с помощью мегахака, мы никак не получим максимальный угол наклона вейва, потому что вертикальная скорость вейва синхронизируется с горизонтальной. К этому мы вернемся, кстати, в будущем. А далее последовала работа над ручными графиками. Это заняло около 3 месяцев. Насколько же Tekafy был рад окончанию этого ворка. Не буду томить истории о том, как он их переделывал трижды, сразу перейдем к результатам. Для начала расскажем в принципе устройство этой таблицы. Вам наверняка сейчас ничего не понятно. Сверху находится значение FPS, при этом движение вправо есть их увеличение. Про плюсы и минусы расскажем позже. Слева находится шкала для удобного чтения графика. Про кресты тоже позже расскажем. Выше номер некрофазы, ниже ее координата с округлением до целых блоков. Снизу находится таблица данных, из которой график их и берет. Левее мы видим, естественно, обозначение скоростей и их нормальный коэффициент. Если навестись на обозначение скорости, то можно увидеть, сколько времени на различных скоростях потребуется, чтобы дойти до некрофазы. Естественно, имея нормальный коэффициент. Вскоре поймете, почему это важно. Для того, чтобы осознать показания графиков, что же они отображают. Сам по себе коэффициент у скорости постоянный, но фактическая скорость нет. Именно ее и находили, умножая коэффициент на множитель, который брали из результата измерения угла вейва по той линейке Tekafy. Чтобы убедиться в правдивости графиков, сейчас будем их изучать. Вместе с этим ознакомлю вас с ними. Будем двигаться по мере увеличения, несмотря на то, что делал Tekafy их по мере уменьшения. Дело в том, что под конец находятся самые непонятные графики. С них начинать объяснение всего просто бессмысленно. 0. Ну тут ничего интересного, просто сплошные линии на правильных местах. 0,6. Обратим внимание на то, что это опять-таки не первая возможная некрофаза. Если бы действительно проверялись все возможные некрофазы вручную, это была бы пустая трата времени, ибо в самых первых из них получается практически прямая линия. Тиак ведь действительно мог бы до бесконечности увеличивать точность множителя. Но сами подумайте, для чего? Впрочем, неважно, существенная ломка скорости начинается только с этой некрофазы, которая находится всего в 14-33 секундах от начала уровня. Но ее пока что недостаточно, чтобы образовать Герцбаг. Кстати, ее координата 2 в 13 степени. Нумерацию самого первого эксперимента изменять он не стал с целью предотвращения путаницы, поэтому не обращайте внимания, если вам она показалась странной. 0,7. Отсюда начинают проявляться те самые диапазоны FPS, о которых и говорилось ранее. В начале графика ломка крайне произвольная, но дальше получается что-то наподобие волн. Пусть они так и будут называться. Не пугайтесь данной ломки, поскольку она пока что составляет меньше размера персонажа. Однако она уже способна образовать Герцбаг во вполне обычном уровне. Ведь эта некрофаза находится всего в 29 по 66 секундах от начала уровня. 0,8. Но здесь уже точно видны волны. Хочу отметить, что они с движением вправо по графику становятся немного длиннее. Поднимаются выше, опускаются ниже. То есть это нарастающие колебания. Следовательно, они обладают также нарастающей амплитудой. Если измерить максимальную амплитуду в данной некрофазе, то она составит 1/100 множителя. Давайте это запомним. 0,9. Вы же заметили, как с каждой последующей некрофазой увеличивается интенсивность ломки скорости. Давайте же измерим максимальную амплитуду колебаний здесь, и она составит 0,02 множителя. Как мы можем понять, каждая последующая некрофаза увеличивает амплитуду ровно вдвое. Тогда сделаем вывод о том, что колебания есть всегда, раз они нарастающие, то в начале графиков их не видно, по той причине, что составляют они меньше 1 фреймрейта, а в ранних некрофазах еще и обладают просто минимальной амплитудой, что также не позволяет прочувствовать ломку скорости. Таким образом, ломка скорости есть то, что происходит с повышением FPS, а повышение некрофазы лишь увеличивает этот эффект. Следовательно, ломку просто легче уловить в далеких некрофазах.
Тогда все то, что мы увидим в дальнейшем, можно будет повторить и в ранней некрофазе. Позже мы это еще проверим. Кстати, амплитуды в 0,02 множителя уже достаточно, чтобы на некоторых фреймрейтах возникли баги с move-триггерами на follow в Player X. Все потому, что move-триггер не подстраивается под сломанную скорость игрока, поэтому двигает объект с нормальной скоростью. 1. Поскольку амплитуда составляет уже сотые множители, то уже не нужна точность до тысячных, поэтому ее дальше нет. А еще вдвое отдален масштаб, потому что ломка нарастает. 2. Ну, в целом ничего интересного. А вот 3 это уже легендарная некрофаза. Если вы помните этот прыжок длиной в 3 шипа на 0.5 скорости на 660 FPS, то это было сделано именно здесь. Она, кстати, находится в середине Endless Travel, а не в конце. Тем не менее, до 360 FPS есть еще один интересный момент – переплетение волн. 2х сначала обгоняет 3х скорость, а затем падает ниже 1х вовсе. Вы удивитесь, но это совершенно нормально. Дело в том, что волны маленьких скоростей длиннее, чем больших. Именно поэтому они постепенно сближаются и в один момент вовсе переплетаются. Говоря совершенно нормально, естественно, имеется в виду, что это далеко не самое странное явление, которое отображают графики. Дальше больше. 4. Если что, перегонки между скоростями не самое интересное, что здесь есть. Давайте рассмотрим 330 FPS. У 0.5х скорость ломается до такой степени, что становится больше стандартного у 1х. Если мы проверим длину прыжка, то мы вправду сможем перепрыгнуть 3 шипа на скорости 0.5х. Как видите, этот метод работает. Еще в прошлой некрофазе такой же момент был на 660 FPS. Пока не будем спешить с выводами, ведь возможно таких моментов будет еще несколько. 5. Здесь начинает что-то не очень хорошее происходить со скоростями до 60 FPS. Однако об этом тоже позже. Больше тут ничего интересного нету. Идем дальше. 6. Отсюда начинают проявляться некоторые слои, по которым перемещаются скорости. Из-за того, что наши коэффициенты образуют только 4 слоя, 1х и 2х в основном перемещаются в одном слое. Отсюда сделаем вывод, что волны образуются благодаря спадам, которые представляют собой не что иное, как переход скорости на слой ниже. Но здесь же также присутствует переход на слой и выше, по крайней мере до 60 FPS, к этому тоже вернемся позже. А пока взглянем на 252 FPS и выше, помните эти значения, да? Вот и первое свидетельство о лимите FPS со скоростью, о котором говорилось ранее. На любых FPS, начиная с 252 и выше, на 0.5х скорости не будет скорости. То же самое происходит и с 1х, но уже на 312 FPS и выше. Кстати, кресты слева обозначают максимальные значения для различных скоростей. 7. Тут уже только 2 слоя, однако временами мы можем лицезреть третий. На 288 FPS здесь мы можем увидеть также 4х, x2.0 момент со скоростью 3,2. Это самая большая возможная скорость ГД, если не менять коэффициент, конечно же, вручную. Максимальные прыжки здесь 13 шипов на кубе и 22 шипа на роботе. 8. Все скорости идут сплошняком, однако 0,5 некоторые моменты переходят на нижний слой, заглушается. Впрочем, ничего необычного. Кстати, заметили, как волны резко синхронизировались? Дело в том, что это немного другой тип волн, которые происходят в одинаковых местах во всех некрофазах, о них мы еще поговорим. Их очертания отражены на шкале FPS с помощью плюсов и минусов. 9. То же самое начинает происходить уже с 3х. А куда пропали 0,5, 1х и 2х? Они уже с самого начала лежат на нижнем слое. На них скорости не будет не то что в этой некрофазе, а вообще в любых последующих некрофазах и соответственно на любых FPS. 10. Скорости больше нет и не будет. Собственно, и смысла проверять следующие некрофазы тоже нет. Teokafai серьезно проверял все FPS. Здесь просто нет скорости и все. Перед анализом всего того, что я только что показал, хочу рассказать о небезызвестных багах в связи с взломкой скорости, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. В первую очередь хочу отметить вообще любой накапливаемый ансинк геймплея с музыкой в длинных уровнях, таких как Dark Travel, Dark Odyssey и других. Хотя я думаю, это и так уже понятно. Однако также ломка скорости создает вероятность такого слива на вейве, когда летишь впритык правильные наклоны поверхности без выпирающих хитбоксов, но все равно как-то подыхаешь. Сталкивались с этим?
Особенно эти два явления заметны на высоких FPS, поскольку там больше амплитуда колебаний скорости. Теперь давайте рассмотрим один пример, когда ломка скорости действительно сыграла большую роль для игрока. DealSeek и его слив на 99% в кромуленте. Почему же так произошло? В первую очередь определим некрофазу в конце уровня. Точнее, их там будет две, 0,9 и единица. То есть 2 в 16 степени и 2 в 17 степени. В его видео декор немного смещается вправо, потому что, как я уже говорил выше, Move Triggers Follow Player X не подстраивается под сломанную скорость и двигает объект с нормальной скоростью. На видео также виден переход между некрофазами, в самом конце, когда все объекты резко меняют свою скорость. Если что, платформа под игроком смещается так же, как и весь декор, поэтому уходит из-под игрока, но дальше происходит смерть на 99%. Такой же баг есть в уровне True Values of Life на последнем шаре, однако там смерть уже не происходит, и образуется не бесполезный скип последних прыжков. Если в Chromulent вполне можно пофиксить такой баг, то здесь будет гораздо тяжелее, ведь некрофаза уже 2 в 19 степени, прям как в Endless Travel. А вы вообще помните, какая там ломка скорости? Впрочем, хорошо хоть баг не убийственный. Да, большинство таких багов происходит в длинных уровнях, однако не спешите с выводами, ведь все только начинается. Есть ли какие-нибудь алгоритмы в ломке скорости? Давайте разбираться. Помните про один из первых экспериментов, где TiakoFi нашел 251 FPS? В теории они должны быть нормальные по скорости вплоть до 4-й некрофазы, то есть 2 в 20 степени. Давайте рассмотрим по существу этот фреймрейт. Он действительно везде близок к нормальной скорости, однако в 6-й некрофазе, то есть двойка в 22 степени, принимает множитель 2х и становится верхушкой финальной волны. Совпадение? Давайте рассмотрим верхушку предпоследней волны в этой же некрофазе, 83. И этот фреймрейт тоже будет близок к нормальной скорости во всех предыдущих некрофазах. С другими волнами работает такой же алгоритм, как и с другими скоростями. Делаем вывод, что подобный фреймрейт сначала идет около нормальной скорости, а затем становится верхушкой какой-нибудь волны. При этом опустим расхождение в сотые, ведь мы сейчас рассматриваем только целые значения фреймрейтов. Верхушки волн на самом деле происходят между целыми фреймрейтами. Скоро мы в этом с вами точно убедимся. Почему в принципе такой алгоритм работает? Для ответа рассмотрим соотношение верхушек волн друг к другу. Возьмем, например, 251, верхушку финальной волны. Попробуем поделить на 2, 125. Там будет множитель 1. Теперь на 3, 83. Там будет верхушка предпоследней волны. При этом спад будет охватывать 1/3 от нормального коэффициента, выше и ниже. Если посмотреть на остальные скорости в различных некрофазах, то это сохранит работоспособность. Четный делитель множитель 1, нечетный спад, охватывающий долю коэффициента, получаемую тем же делителем. Работает это даже с самыми большими делителями. Таким образом, поделив максимум на 341, мы получим спад, охватывающий 1/341, выше и ниже нашего коэффициента. Кстати, отсюда вытекает еще одно свойство спадов. Они происходят при достижении коэффициентом определенной собственной доли, при этом с каждым разом отдаляясь от множителя 1 по геометрической прогрессии. Откуда в принципе получается такое явление сохранения 1х множителя на протяжении многих некрофаз? Смотрите, в двойке 22 степени некрофазе максимум для 0,5х находится на 251 FPS. В двойке в 23 степени на 125. Число буквально поделилось на 2. Вот, смотрите, это работает также для любой волны, для любых двух близлежащих некрофаз. К тому же, все делители от максимума тоже становятся меньше вдвое, что логично. Таким образом, дольше всего держится около 1х множителя те фреймрейты, делитель от максимума которых при делении на 2 дает такой, который тоже делится на 2 без остатка. При делении на 2 уже нечетного делителя нельзя получить целое число, поэтому когда фреймрейт ломается, то ломается он уже навсегда.
Можно привести аналогию с каким-нибудь марафонцем. Бежит человек со стабильной скоростью долгое время и вдруг решает ускориться невзначай. А так как он использовал больше сил, нежели рассчитывал, далее он уже, естественно, не сможет бежать с такой же нормальной, стабильной скоростью. Однако не стоит спешить с выводами о закономерностях волн вплоть до бесконечных чисел, потому что, как и говорилось ранее, до 60 FPS встречаются немного другие волны. Они способны метать коэффициенты по слоям туда-сюда и сохраняются во всех некрофазах. При этом, если в них попадают какие-нибудь из обычных волн, они просто пропадают. Иначе почему в 9 или же 2 в 25 степени некрофазе некоторые скорости лежат на нижнем слое, если до этого их максимальные значения были меньше 120? Впрочем, рассмотрим внимательнее те графики, где происходили приколы со скоростями до 60 FPS. В самых далеких некрофазах видно, как после пропажи предпоследнего спада в этих странных волнах скорости двигаются буквально одинаково и сплошняком. Именно поэтому эти волны не что иное, как механика FPS. По-другому не объяснить то, что они сохраняются везде и смыкают все скорости в сплошную линию. Будем называть их глобальными волнами. Следовательно, между ними происходят глобальные спады. В их пределах есть некоторые волны, которые даже сохраняют принципы тех, что мы рассматривали ранее. Вы же помните, что спады происходят при достижении коэффициентом определенной собственной доли. Так вот, в пределах глобальных волн спад – переход на слой ниже, восхождение, естественно, на слой выше. Обратите внимание, что восхождение происходит как раз во время глобальных спадов, в то время как обычные спады посреди глобальных волн. Почему так происходит? При переходе на слой ниже спад охватывает одинаковую долю коэффициента 1х множителя как выше, так и ниже. Следовательно, снизу у коэффициента будет такая же предельная доля, что и сверху. И те волны представляют собой нарастающие колебания. Таким образом, глобальные спады нарастанием амплитуды могут как бы спровоцировать коэффициент перейти на слой выше, а то и на несколько слоев, ведь коэффициент снова достиг определенной собственной доли и характерно перешел на другой слой, в данном случае на тот, что выше. Вывод. Переход на слой ниже зависит от коэффициента и происходит несмотря на механику FPS. При этом, поскольку скорость увеличивается с увеличением фреймрейта, то получается плавный переход от минимальной к максимальной скорости в диапазоне FPS. От этого на графике вырисовывается очертание волны. Увеличение скорости есть механика FPS. Подтверждено. Для большей наглядности напоминаем, что физика зависит не напрямую от FPS, а скорее от количества ходов, которое в свою очередь напрямую зависит от количества FPS. Если что, ход по-английски будет step, что также переводится как шаг. Так вот, думаю логично, что с увеличением шагов в секунду увеличивается скорость. Говорим это затем, чтобы было интуитивно понятнее. Итак, подытожим, что мы имеем. Рассматривая две близлежащие некрофазы, мы можем найти идентичные моменты ломки скорости, поделив на 2 из предыдущей или умножив на 2 из следующей. Однако работает это не всегда. Если волна вошла в пределы глобальных волн, она может вовсе пропасть. Делители от максимума могут нас привести к спадам, если они нечетные, и к серединам волн, если четные. А почему максимум для коэффициентов именно такой? TechAFI попытался найти соотношение между максимальными значениями для различных скоростей, но у него ничего не получилось. После этого было решено заполнить вот эту таблицу. Для каждого коэффициента с 0 до 3,2. Он должен был найти момент заглушки во всех некрофазах до некрофазы 2 в 30 степени. Вы уже видите, что конвертирование между двумя близлежащими некрофазами просто перестало работать. Как он признается, это ввело его в ступор на целый вечер. Однако позже он догадался, что же тут не так. Дело в том, что коэффициенты в 2 в 23 степени были проверены на скорости 0,5. А вот в 2 в 22 степени уже на 1х. Казалось бы, что это меняет? Он додумался рассмотреть моменты заглушки на различных скоростях на всех стандартных коэффициентах и получился крайне неоднозначный результат. Между числами для различных скоростей реально нет никакого соотношения, но вот между числами для самих коэффициентов есть вполне, и равно оно соотношению между самими коэффициентами, что и следовало ожидать. А что со скоростями произошло?
Помните, как 1х и 2х шли заметно выше остальных скоростей, в то время как те остальные скорости шли сплошняком. Вот и причина подобного явления. Переход на нижний слой для них происходит раньше, чем был бы на других скоростях. Поэтому постепенно накапливается разница между ними. Тем не менее, была упущена еще одна важная деталь. 0,5х тоже шла немного выше, чем 3х и 4х. Скорее всего, на графике этого не видно из-за погрешности, которую, к слову, исключать было никак нельзя. Если измерить данную величину в 2 в 22 степени, то получится следующие значения. 358 это 0,5, 346 1х, 352 2х, 360 3х и еще 4х. И как же она была измерена? Был просто поставлен коэффициент 1.0 и был измерен там максимум. Все просто. Назовем эту величину торможением. И именно эту величину меняют микрофазы, а точнее каждая последующая уменьшает вдвое. Ну а дальше, раз торможение меньше, то от механики FPS увеличивается эффект, скорости начинают повышаться также вдвое быстрее. Сразу ответим на вопрос, почему было взято значение именно в 2 в 22 степени. Это, если что, по старой нумерации микрофаза номер 6. Дело в том, что основные эксперименты и прочие проводились именно здесь. Вы же помните 251 FPS, который максимум для 0,5 здесь? Да и в целом Тиак запомнил максимумы для всех скоростей именно здесь. Ему было просто банально удобнее уже все измерять конкретно здесь. К тому же, обратите внимание, как легко запоминаются значения, ведь они близки или даже равны 360. Разница между 0,5х, 1х, 2х и двумя одинаковыми 3х и 4х очевидна. Но вот что насчет последних двух? Действительно ли они одинаковые? Вы же помните, что говорилось про соотношение? Так вот, было решено впервые за все это время заглянуть в миллионы FPS. Как это сделать? Есть вариант провести манипуляции со спидхаком в мегахаке не ниже 6 версии. Однако TKFI очень удобно нашел дополнение FPS мульт для мегахака, который буквально изменяет количество ходов вопреки количеству FPS и работает максимально точно, вплоть до триллионов и триллионных отходов в секунду. Вы же понимаете, что у них торможение не равно 360, а чуть-чуть больше. На этом и было сыграно. Именно был найден коэффициент, для которого максимум уже не кратен 360. Вот этот коэффициент 22 371. А вот максимум для него 8 053 561 FPS. При этом максимум для 22 370 находится на 8 053 200 FPS. И так получилось, что это одинаково работает и на 3х, и на 4х, что говорит о том, что они одинаковы по торможению. Это на самом деле упрощает всю задачу, ведь всего различных торможений оказалось 4. Да, всего лишь, чтобы упростить задачу, нужно найти FPS, который 8 053 561. TKFI, какого черта происходит в этом видео? Давайте уточним немного торможения для дальнейшего удобства. 346 целых 2 3 0 8 8 5 0 0 9 7 6 5 6 2 5 для 1х. 352 целых 2 2 0 11 90 18 55 46 8 7 5 для 2х. 3 5 8 8 0 0 0 9 4 6 0 0 4 9 2 1 8 7 5 для 0,5х. И 360 0 0 0 1 0 6 8 1 1 5 2 3 4 3 7 5 для 3х и 4х. Теперь давайте по существу. 1х самая быстрая скорость ГД, а 3х и 4х самые медленные. Вот она, механика ГД. Ладно, продолжая расследовать соотношение между коэффициентами, он решил создать некоторые формулы для более удобных вычислений. Ему реально к тому моменту надоело все вычислять по углу вейва.
Так что вот так. M равняется D умножить на C, где M это максимум, D это торможение, а C это коэффициент. Давайте найдем максимум для 0,5х скорости в соответствующей некрофазе. M равняется 358,8 умножить на 0,7. Это будет 251,16. Как видите, все работает. И как вы можете заметить, получилось не целое число, о чем я говорил не так давно. Соответственно, из этой формулы можно легко выразить при нужде другие величины. Однако есть у этой формулы небольшая проблема. Хотя, по правде говоря, такая же проблема распространяется и на вычисление верхушек волн по максимуму. В общем, если использовать формулу в больших масштабах, будь то в рамках миллионов или миллионных от фреймрейтов, то, к сожалению, будет очень большая погрешность. И в этом даже не виновата сама формула, виноват в этом сам движок игры. А точнее, механика FPS неоднородна. Иначе этого и не объяснишь. Ведь при расчетах, например, верхушек волн, от самых различных из них будут получаться самые различные результаты, хотя в более мелких масштабах формула не ошибается вообще. Также с вычислением максимума для коэффициента, зная максимум любого другого. Погрешность, конечно, мала, всего тысячные или десятитысячные. Однако это в любом случае не на руку. При этом всем единственная закономерность, которая работает в любых масштабах, конвертирование между некрофазами. Между максимумами для коэффициентов в двух близлежащих некрофазах отношение будет равно 2. Таким образом, неоднородность механики FPS не специфична для конкретной некрофазы, а сохраняется всегда и везде. А значит, в этом правда не вина формул. Тем не менее, эта проблема еще и не специфична для GD. Например, в том же JavaScript 0,1 плюс 0,2 не равно 0,3, а чуть-чуть больше. Это все из-за использования для таких вычислений двоичной системы счисления и неточного округления дробных чисел. Так что абсолютно точной физики игры ждать не стоит. Погрешность будет везде и во всем. От этого никуда не деться. Давайте же не будем брать в дальнейшем во внимание эту проблему. Вам же вряд ли понадобятся миллионы или миллионы от фреймрейтов, не так ли? Впрочем, стало интересно визуалировать переход со слоями, включая все возможные коэффициенты, какие можно. Естественно, он их находил по формуле, брал за максимум каждый фреймрейт от 54 до 413. Да, TKFi решил исключить из графика глобальные волны, поскольку вовсе их не понимал. Все работало просто отлично, ведь он соотносил все с углом вейва и все работало. Посмотрите на результат. Стоит сказать, что тут только 100 различных коэффициентов, потому что диаграмму можно включить максимум 100 переменных. Но это не сильно мешает тому, чтобы увидеть тут выраженные слои. Вот что на самом деле представляет собой ломка скорости. И в конце концов, TKFi настолько увлекся, что решил создать в принципе формулу для подсчета данных для графика. У Тяка было буквально все для создания математически точного графика, пример правильного графика, понимание практически всех закономерностей колебаний скорости и необходимые постоянные величины. Однако не было еще кое-чего важного – формулы для вычислений. Отходить от привычного принципа поиска скорости через умножение коэффициента на множитель не будем. Итак, вопрос – как найти множитель посреди волны? В первую очередь стоит понять, в какой волне находится фреймрейт. Чтобы это сделать, надо максимум для коэффициента поделить на наш фреймрейт. И поскольку пределы волн составляют нечетные делители от максимума, то по полученному числу можно будет легко найти также верх и низ волны. Те же верх и низ волны нам надо найти в множителях. Вспомните свойства спадов, а именно то, что их амплитуда получается тем же делителем от максимума, а также, поделив максимум на те же числа, мы найдем соответствующие фреймрейты. Далее считаем математический размер волны, находя разность верха и низа как в числе FPS, так и во множителях. Также нам нужна разность нашего фреймрейта и низа волны, то есть его положение посреди волны. И теперь у нас есть верх и низ в множителях, верх и низ в количестве FPS, а также конкретное положение величины в этих пределах. Поэтому мы будем работать с пропорцией. Наш фреймрейт посреди волны относится к разности верха и низа волны в количестве FPS так же, как нужный нам множитель посреди волны относится к разности верха и низа волны в множителях. Формулы на экране. M это множитель, а F это фреймрейт.
Обратите внимание, что максимум большая m, а множитель маленькая. Но это так, на всякий случай поясняю. Дальше выразим m из этой пропорции. Выразим теперь m и f с индексами 1 и 2, зная торможение. Надо найти максимум через торможение, умножив его на наш коэффициент. Но что если торможение из двойки в 22 степени надо применить в двойке в 21 степени? А тут нужно уже подумать. Так как для этого надо умножить его на 2, а чтобы получить еще более раннее торможение еще на 2, то можно выразить это в виде переменной степени числа 2. Это как формула геометрической прогрессии. Однако мы делаем отчет от 22 ее элемента. А также нам нужна антипрогрессия, поэтому в степени числа меняем местами. n это номер некрофазы, а c коэффициент. Волны лучше всего обозначать четным числом, потому что они уникальны у каждой волны. Выразим теперь m и f с индексами через центр волны. w плюс 1 будет низ волны, w минус 1 вверх. Напоминаю, w центр волны. Последний вопрос. А как найти этот центр волны? А точнее, как это записать в виде формул? Если человек легко поймет, что середина волны от 3 до 5 будет 4, то машина нет. В общем, тут ему помогла команда Google таблиц целая, которая отбрасывает от числа все после этой запятой. Таким образом, остается лишь сделать проверку, делится ли число на 2 без остатка. Если нет, то прибавить единичку. Здесь использовалась команда astat, а для проверки, соответственно, команда если. А вот и формула. Итак, вот все, что мы имеем. Это все было записано в виде формулы в ячейку Google таблицы. Однако есть одна проблема, которую невозможно было избежать. Там нельзя вводить подпрограммы, потому что это в принципе не программа. И пришлось все буквы в первой формуле менять на те выражения, что приведены ниже. От этого формула будет выглядеть очень страшно и будет мало оптимизирована. Но пока что работает и так, чего хватит для проверки результатов. И они на самом деле были просто супер. Удалось полностью повторить колебания скорости, но только начиная от 54 FPS. Было принято решение, что пора сделать калькулятор с графиком, который будет включать в себя все физические величины, которые были найдены. Будет способ их рассчитывать максимально точно, делая график тоже более точным и плавным. Таким образом, избавились бы от проблемы погрешности, а также был допустим просчет скорости на любых FPS в любой некрофазе, на любом коэффициенте и даже при любом торможении. Однако хотелось, раз уж это все просчитывает компьютер, добиться максимального возможного удобства. В первую очередь, нужно было заняться последним, введя систему масштабирования. С горизонтальным масштабированием все предельно просто, ведь формула брала значение FPS из верхней строки таблицы, что делало возможным просто сделать изменчивым интервал между значениями самих FPS. А вот с вертикальным возникли трудности, потому что в настройках графика никак нельзя было поставить переменную максимальные и минимальные значения по вертикали, только постоянную. Так что пришлось писать формулу, которая бы переводила значения в понятные для графика, а следовательно, получилась бы так называемая система масштабирования. Снова была применена пропорция, такая же абсолютно как раньше, не будем на этом зацикливаться. В общем, все это сработало, разумеется. Далее, чтобы не мучиться самостоятельными вычислениями необходимых моментов ломки скорости, а также чтобы заполнить пустое пространство слева от графика, было решено создать конвертер физических величин, где, указав номер некрофазы, тип торможения, скоростной коэффициент и нужный делитель, можно было получить необходимый момент в ломке скорости. Следует также понимать, что там можно было вычислить не только фреймрейт по делителю, но и делитель по фреймрейту, что тоже было удобно. Планировалось также сделать автоматический поиск нескольких фреймрейтов по фактической скорости, однако в отчаянных попытках воплотить это, стало понятно, что это скорее всего неисполнимо, хотя не сильно-то и нужно. Может, вы и не заметили, но в словах, которых я говорил до этого, была ошибка. И она заключалась в фразе «результаты подтвердились от 54 FPS».
Дело в том, что там происходит последний глобальный спад. Тем не менее, прежде я наперед говорил также число 60 и не просто так. Если честно, то участок до 60 FPS самое сложное, что есть в этом видео. Это единственное, на чем Tekafy реально сломал мозги. Сейчас расскажу подробнее. Прежде чем сделать четкий вывод о причастности самой механики FPS к этим глобальным спадам, Tekafy пытался найти соотношение между значениями FPS, на которых происходили эти самые спады. Чего там только не было. Параболы, системы счисления, различные уравнения и странные дроби, цепные линии, прогрессии, понятия простых чисел, общность делителей и даже суеверия, шрамы от пропавших будущих волн. Ну и больная у него фантазия. В общем, из этого ближе всего вариант о странных дробях. Было подогнано значение FPS на максимальное возможное число знаков после запятой. И все-таки нашлось одно, что от последнего спада примерно 53,3 можно получить остальные, умножив его на 9 и поделив на любое нечетное число больше 9. Также были проверены делители меньше 9. И ближе всего к целому числу был делитель 8. Который давал результат 60. От этого числа при умножении на 8 и стали считаться все спады. Если что, при умножении 53,3 на 9 получается то же самое, что и при умножении 60 на 8, если это непонятно. Интересно, однако. Получается так, что движок, так же как и мы, различает значение FPS на меньше и больше 60? Говоря про спады, стоит понимать, что в пределах глобальных волн встречаются только те переходы по слоям, которые попали в переходный промежуток. Этот промежуток находится между 60 умножить на 8 девятых и 60 умножить на 8 седьмых. То есть примерно 53,3 и 68,6. Сначала было предположено, что глобальные волны не что иное, как цикличное повторение этого промежутка. Tekafy повозился с формулой и таки сделал ее. Там использовался тот же принцип – расчет через пропорцию, однако формула оказалась неправильной. Дело в том, что получилась в корне неправильная амплитуда, вследствие чего могли возникнуть волны даже там, где их нет. Хотя этого и следовало ожидать, ведь она очевидно отличается от той, что находится в переходном промежутке. Тем не менее, первая попытка была сильной. Попробуем проверить эти волны на те же свойства, что есть у обычных. Так как 60 находится четным делителем, то там скорость должна совпадать со всеми остальными четными делителями. Так и оказалось. Теперь проверим, можно ли с помощью умножения на правильные дроби конвертировать между собой амплитуды колебаний. Что это значит? Раз мы можем конвертировать между собой значения FPS, умножая их на делитель, характеризующий известное значение, и деля на нужный, то можем и амплитуды тоже. Так вот, рассмотрим график некрофазы 2 в 24 степени. Спад 8 девятых примерно 0,27. Посчитаем спад 8 одиннадцатых с помощью умножения 0,27 на 9 и деления на 11. Это будет примерно 0,22. Это действительно так. Тогда глобальные волны более чем возможно записать в виде отдельной формулы. Итак, начнем. Пределы глобальных волн считать вполне получается, однако как насчет амплитуды колебаний? В прошлый раз мы считали ее от множителя 1х, используя делитель, характеризующий спад. При этом этот самый множитель встречался также на всех четных делителях от максимума. Здесь тоже есть повторяющееся число на четных делителях. Что если попробовать посчитать что-нибудь от него? Это положение равновесия, которое свойственно любым колебаниям, и наши волны не исключение. Да, его можно считать за ту скорость, что находится на 60 FPS, написать по сути ту же формулу, однако нельзя ли как-нибудь проще? Можно. Тиакс заметил, что при умножении 60 на середину той волны, что находится в начале переходного промежутка, и делении на торможение, получается то же самое число. Смотрим формулу. C – это центр, ось. Давайте на время забудем про переходы по слоям, ведь вправду для начала надо хотя бы повторить полностью очертания глобальных волн. Это первоначальная задача. Попробуем от оси считать амплитуду. Очень долго подбиралось второе число в следующей формуле, и встречайте ее. Большая А – это амплитуда. Вы видите это? Он реально сидел и несколько часов подбирал то число. Серьезно. Делим на 4,5, умножаем на 9 и делим в конце на 2. Так вот, вскоре это было упрощено до такого состояния. К сожалению, такое упрощение пришло в голову далеко не сразу, но все же не будем зацикливаться на первоначальной формуле как дураки. Кстати, она все-таки сработала.
И получилось повторить очертания глобальных волн. Если что, была взята формула, что использовалась раньше, но с двумя отличиями. Тем не менее, сейчас будет только сложнее. Переходы по слоям в пределах глобальных волн. И на самом деле странно говорить это, а потом сразу давать ответ. Из-за этого может сложиться впечатление, что это было так просто. Однако знаете, что было потрачено на разгадку глобальных волн 3 полных дня. Размышлял он даже во время уроков в школе. В общем, не будем тянуть, скажем сразу. Полученный множитель было решено не переводить в коэффициент, а использовать его как ориентир по слоям. Дело в том, что по обычной формуле идет ориентирование по значениям FPS, а здесь такая функция недоступна, зато был множитель, который достигал временами правильной доли. Оставалось лишь осуществить сам переход. Так как тот множитель, который мы считаем для глобальных волн, исходит от 60 умножить на 8 девятых, то в этой же волне мы можем вычислить множитель максимума, так скажем, перевести максимальный фреймрейт в максимальный множитель и заменить сам максимум в формуле на этот множитель. Тут стоит обратить внимание на то, как это было сделано. В обычной формуле считается волна и сам множитель от одного значения FPS. Здесь же просто было просчитано значение волны от 60 умножить на 8 девятых, а сам множитель от максимума. Вот такой вот он хитрец. Также было замечено, что максимальный множитель совпадал с центром той волны, однако не было уверенности, как это поведет себя в больших масштабах, поэтому сокращать TKFi не спешил. Затем оставалось только использовать ту же формулу, чтобы считать обычные волны по этим множителям, а также сделать разделение в основной формуле на больше и меньше 60 FPS. И да, у него все-таки получилось ввести глобальные волны в график. По сути, самый первый калькулятор был готов. Вот финальная формула. Чтобы хоть немного разгрузить вам понимание всех этих формул, сейчас поясню порядок их использования. Сначала идет проверка, фреймрейт больше или меньше 60 FPS. Если больше, то используется простейшая формула. Если меньше, то она используется уже несколько раз. Пусть теория о цикличном повторении переходного промежутка и оказалась проигрышной, но все-таки через формулу проходят фактически одни и те же значения по несколько раз, разделяясь по глобальным волнам. По сути, формула скорее длинная, нежели сложная. Она почти никак не отличается и повторяется около 4 раз в различных собственных вариациях, из-за чего составляет в длину около 3000 символов. Да, если вы забыли, то все буквы в формулах он был вынужден заменять выражениями ниже. TKFi все-таки сделал 5 различных скрытых ячеек, чтобы хоть как-то разгрузить, но не сильно помогло. Калькулятор работал невероятно медленно. Однако упрощать у него желания никакого не было, ибо он и так был доволен результатом. TKFi пошел сверять результаты работы калькулятора с действительностью. Как же это нелепо звучит без контекста. Чисто чел не верит калькулятору, пошел проверять. Все было просто идеально, но когда он достиг миллионов FPS и некрофазы 2 в 10 степени, все волны просто перестали проявляться. За исключением одного единственного перехода на нижний слой, который также сопровождался полной заморозкой вейва в воздухе. Были проверены те же FPS в некрофазе 2 в 9 степени, и там оказался угол большого вейва примерно 26,6 градусов, такой же как на мини-вейве. Что происходит? И он понял, что это была ломка вертикальной скорости. Вместе с этим возникла теория о вертикальных некрофазах, которые представляют собой то же, что горизонтальные, но меняют торможение и увеличение уже вертикальной скорости персонажа. И она очень быстро подтвердилась, сейчас вы в этом сами убедитесь. Отныне участки, входящие в определенные рамки вертикальных и горизонтальных некрофаз, будем называть некрозонами. То есть Тиак попал в некрозону 10-10. Там угол вейва на всех FPS вплоть до полной заглушки составляет ровно 45 градусов. Назовем такие некрозоны квадратными, по их характерной форме. Очевидно, что у большого вейва одинаковый коэффициент обоих типов скоростей, так что стоило сразу проверить, совпадают ли алгоритмы ломки скоростей. Была построена сетка некрозон, и вот что он увидел на максимальных FPS в перекрестке 4 некрозон, 2 из которых квадратные. Ладно, давайте отправимся в более далекие некрозоны для большей наглядности.
Ограничение высоты редактора помешать не должно, ведь есть возможность с помощью мегахака переместить старт-пост на нужную координату по X и Y. Итак, смотрим. Если запустить Wave на стык левой верхней и левой нижней некрозон, то получается нечто такое. Вот и думаете, это большой Wave или маленький? Далее он просто увеличил значение FPS на 1 и увидел следующее. У Wave заглушаются скорости в соответствующих по оси некрофазах, одинаковых по номеру. И происходит это в одинаковый момент, а значит, торможение обеих скоростей идентичны. Поэтому и все значения моментов ломки также совпадают. Для угла в 45 градусов вертикальная скорость должна быть равна горизонтальной, что держало бы Wave ровно по диагональному направлению и создавало бы угол в 45 градусов. И это как раз наблюдается в квадратных некрозонах, где ломка одинакова на обоих типах скоростей. Так что ничего удивительного в этом явлении нет. Со своими проверками Техкафе пересек линию квадратных некрозон, которая, как можно заметить, есть некое зеркало угла Вейва. Ломка вертикальной скорости в определенной вертикальной некрофазе будет абсолютно та же, что у горизонтальной в той же горизонтальной некрофазе, и будет выражаться противоположно относительно угла 45. Именно поэтому он увидел в 9.10 угол 26,6 градусов, схожий с мини-вейвом, коего не видел раньше. Но зато в 10.9 угол 63,4 градуса, которого в свою очередь не бывает по левую сторону от линии квадратных некрозон. Максимум — это такой момент, где раскрывается еще одно интересное свойство угла Вейва в тех же 4 некрозонах, 2 из которых квадратные. Вейв буквально растягивает свой угол, чтобы пролететь по диагонали некрозоны за единичный промежуток времени. И это даже происходит на одном значении FPS. На мини-вейве будет наблюдаться то же самое, пусть и в других некрозонах, но в тех же пропорциях отклонения от нормального угла. К сожалению, у угла, так же как у величины скорости, есть пределы отклонения, а поэтому мы не наблюдаем такую картину для любой некрозоны. Однако это говорит о том, что моменты совокупной ломки скоростей в разных некрозонах можно различать по их форме и размеру. Изменение формы будет искажать ломку скоростей, а увеличение размера умножать. Нечто похожее будет наблюдаться и с искажением сетки редактора и текстур. Если вам непонятно сейчас это свойство, ничего страшного, ведь в будущем мы к этому еще вернемся. Кстати, еще одно занятное наблюдение. Move Trigger с Follow Player Y двигает объект правильно вне зависимости от величины соответствующей скорости, в отличие от Follow Player X. Скорее всего, связано это с тем, что координата игрока по Y постоянно мониторится движком, ведь игрок может ее как увеличивать, так и уменьшать. Поэтому и не возникает багов с триггерами, которые как раз таки отслеживают Y положение игрока. По X же мы без применения стороннего софта никак не можем изменить направление в версии 2.1, а о багах со скоростью, скорее всего, до этого видео многие даже не подозревали. И чё уж там говорить о руптопе. Вот почему и ломаются подобные триггеры. Зная о ломке вертикальной скорости, теперь вытекает логичный вопрос. А точно ли все эти графики скорости вообще корректные? И правда, ломка вертикальной скорости могла слегка сбить точность графиков, но только если бы она не была так ничтожна в ранних вертикальных некрофазах. Тиак ведь делал замеры не более чем в 2 в 11 степени. Как минимум потому, что дальше не позволяла высота редактора. Но тем не менее, ломка скорости в 2 в 11 степени ощутима только в рамках 1000 FPS, не говоря уже о еще более ранних некрофазах. А вручную он изучал только первые 360 фреймрейтов. Формула вертикальной скорости совпадает с формулой горизонтальной, так что внесение вертикальной скорости в калькулятор не будет чем-то сложным. Отныне она будет обозначаться на графиках пунктирными линиями. Теперь посмотрите, какой кошмар происходит, если мы попадем в очень далекую некрозону. Трудности возникли разве что со скоростями мини-вейва, потому что на нем очевидно коэффициент вертикальной скорости в принципе вдвое больше, от чего будут получаться уже другие волны. При расчете скорости, чтобы не запутаться в коэффициентах, было решено, что будет наиболее разумно производить расчеты на тех же коэффициентах, но в предыдущей некрофазе, а потом результат просто умножать на 2.
Дело в том, что если коэффициент вдвое больше, то это отражается и на его максимуме ровно так же, и как следствие на всех остальных моментах ломки. Именно поэтому у 0,7 в предыдущей некрофазе будет та же ломка, что и у 1,4 в следующей, лишь сама скорость будет вдвое меньше. Работает так даже в пределах глобальных волн. Кстати, мини-вейв на 4х скорости обладает вертикальным коэффициентом 3,2, что уже делает его самым большим в игре, а с ломкой он может стать аж 6,4. Стоит ли вообще пояснять, что это в 4 раза больше стандартного 4х коэффициента? К тому же, на большом вейве можно получить скорость больше 4х, будучи в квадратной некрозоне на максимальных FPS. Ну чё, челлендж слэйеры, вперед! На этом Тиак не остановился и решил попробовать вычислить угол вейва. У него была горизонтальная скорость, вертикальная, из них и получается угол вейва. Что мешает? Отсутствие формулы. И на самом деле с ней он изрядно намучился, ведь это все тригонометрия, в которой пришлось разбираться дополнительно, опережая школьную программу. Прежде чем мы покажем вам финальную формулу, вам стоит понимать, что такие углы могут сохраняться на протяжении многих фреймрейтов. Все потому, что получается угол вследствие характерного отношения скоростей друг к другу, а не конкретной величины одной из них. Ведь при увеличении размера треугольника его углы остаются неизменными, верно? Вот тут то же самое. Механика FPS пропорционально увеличивает оба типа скоростей, из-за чего угол вейва будет одинаковым до тех пор, пока одна из скоростей не перейдет на другой слой. Посчитать сам угол мы сможем лишь с помощью тригонометрии, в которой Тиак не был силен, как уже было сказано, и поэтому формулу ему подсказал Сергонайзер. К тому же он поведал еще об арктангенсе углов и других тонкостях. Огромное ему спасибо. Сейчас и мы вам все объясним. Если вертикальную скорость взять за единицу, то чтобы получить угол в 63,4 градуса, нужно горизонтально ускориться вдвое. Чтобы получить угол 84 градуса, уже в 10 раз, 89 градусов в 57 раз, а 89,5 уже в 114 раз. Суть улавливаете? Чем дальше мы от угла 45 градусов, тем нам тяжелее будет от него отклоняться далее. Тут уместна аналогия с сжатием пружины или резинки. Чем дальше вы ее давите или тянете, тем больше нужно сил, чтобы давить дальше. Это значит, что увеличение угла не прямолинейно, из-за чего мы не можем получить, например, угол мини-вейва, разделив угол большого вейва 45 градусов на 2 и получив 22,5 градуса, как бы не хотелось это сделать. И поэтому мы не можем найти угол с помощью умножения 45 просто на отношение скоростей. Этого просто не позволит сделать тригонометрия. В общем, поскольку угол вейва постоянный и прямой, можно посчитать его за гипотенузу прямоугольного треугольника, дорисовав два катета. При этом опять же не важно, насколько длинными они будут, главное, чтобы между ними оказался прямой угол. В этом треугольнике мы считаем верхний угол. И для начала нам все-таки нужен обычный тангенс угла, который представляет собой отношение противолежащего катета к прилежащему, а поэтому нужно горизонтальную скорость поделить на вертикальную. В результате получится тангенс угла. Неважно, будет эта скорость в юнитах или же в коэффициентах, ведь отношение получится одно и то же, что в целом логично. Далее считаем уже арктангенс угла с помощью команды Google таблиц atan. Получается крайне непонятное число, однако остается его умножить на 180 градусов и разделить на число π, чтобы перевести радианы в градусы, и получается в итоге угол вейва. И даже с мини-вейвом, у которого вертикальная скорость вдвое больше, проблем никаких не возникает. Итак, вот готовая формула. Формула сработала, и результаты, если честно, очень даже интересные. Оказывается, еще не в таких уж и далеких некрофазах на любых FPS угол вейва весьма далек от 45 градусов. Однако это не сильно мешает, если не играть на слишком высоких FPS. Все потому, что угол настолько близок к 45, что чтобы поймать кадр, где это правда сыграет свою роль, нужно попасть буквально в миллисекунды. Следовательно, желательно нужно большее количество ходов. Тем не менее, тут есть и обратная сторона. При повышении FPS повышается не только количество ходов у персонажа, из-за чего словить те же миллисекунды становится возможным, но и также сама дальность угла от 45. Так что обращаюсь к вейвплеерам. Высокий FPS используйте на свой страх и риск. Насколько же FPS тогда играть лучше всего? Есть ли какие-нибудь универсальные FPS или хотя бы близкие к ним?
поиске ответа TekaFi перенес формулу на Desmos и составил там график функции, который справа и слева от оси Y показывал модуль угла Wave. Там не было ограничения в масштабе, поэтому он мог детально рассмотреть целостный график. Также там была возможность анимации плавного изменения какой-нибудь переменной, будь то в нашем случае номер микрофазы, торможение или же коэффициент. И при анимации коэффициента были замечены точки, где угол оставался равным 45 на всех коэффициентах шагом 0,1. Каждая последующая была вдвое больше предыдущей по значению, и работали эти точки во всех микрофазах до определенных, схожи с тем, как четные делители становились верхушками волн. Такие моменты вполне могли бы стать универсальными значениями для всех стандартных коэффициентов, но постойте, здесь точно нет погрешности. Четные делители с нормальной скоростью остаются таковыми вплоть до определенной микрофазы, становясь там верхушкой волны. И этим вполне можно было бы объяснить такие же моменты для угла Wave на одном коэффициенте. Горизонтальная и вертикальная скорости нормальные на протяжении многих микрофаз и одинаковые, чем и образуют угол 45. Но это почему-то срабатывает и для остальных коэффициентов тоже, в этом же самом месте. В микрофазе, где это перестает работать, наблюдается чередование четных и нечетных делителей для четных и нечетных коэффициентов соответственно. Для 0,1 этот момент становится максимумом, то есть делителем 1. Для 0,3 этот момент делитель 3. Для 0,5 делитель 5. И тут все встает на свои места, ведь 0,3 больше 0,1 в 3 раза, ровно так же, как и максимум для 0,3 больше максимума для 0,1, и делитель соответствующий увеличивается точно ровно в 3 раза. Аналогичная ситуация и для 0,5. Для 0,2 в свою очередь это будет делитель 2, то есть четный, и он соответственно сохраняет угол 45. Только при умножении нечетного числа на нечетные числа получается нечетный делитель. В предыдущих же микрофазах делитель для 0,1 будет четный, соответственно будет четным и для остальных коэффициентов кратных ему. Вот что это за моменты такие оказывается. Ну а далее все-таки облом. Этот момент зависит от максимума, а максимум зависит от торможения. Вот почему, к слову, не были замечены такие моменты еще при черчении ручных графиков, и поэтому эти значения лишь близки к универсальным, но полноценно их таковыми назвать нельзя. Итак, а теперь давайте уже посчитаем эти самые значения. 72, 144, 288. Я уверен, что вы никак не ожидали именно этого FPS. Но действительно, для физики ГД эти значения самые близкие к универсальным. И больше всего я обращаю на 144 FPS. Потому что с самого начала, как я узнал о таких мониторах, я всегда думал, почему именно 144? Почему не 100, допустим, Гц, не 150? Что за 144? Мне кажется, в этом есть какая-то связь. Этот FPS какой-то удобный. Так вот, вернемся к ГД. На них меньше всего ломается угол Wave на всех скоростях, меньше всего накапливается рассинхрон геймплея с музыкой. В целом, меньше всего ломается скорость. Используйте их с удовольствием. Для адекватных по длине уровней это самое то. Помните, кстати, как Тяг считал скорость с помощью линейки? Раз уж мы разбираем полностью угол Wave, давайте разберем, как и это работало, чтобы точно не осталось сомнений в корректности графиков. Обратимся для этого к формуле угла Wave. Нам градусы не нужны, а поэтому можем сразу сфокусироваться на тангенсе угла. Он получается из отношения катетов, а значит, если один из них постоянный, отношение все равно будет изменяться при увеличении второго. Логично? Если посчитать длину вертикального катета в тех условиях, в которых производились измерения, то получится величина примерно 14,5 блоков. Из-за округления в дальнейшем не будем обращать внимания на погрешность. И раз этот катет неизменный, то с помощью линейки мы считаем горизонтальный катет в зависимости от FPS. Само отношение катетов не меняется при изменении масштаба, ведь угол Wave постоянный, поэтому мы можем составить пропорцию. Использование большого Wave, кстати, значительно упрощает задачу, ведь оба коэффициента равны. Опустим ломку вертикальной скорости, и наше отношение катетов будет равно отношению искомого горизонтального коэффициента к вертикальному, нормальному коэффициенту. Вот она. А это горизонтальный катет, измеренный линейкой, а x это искомая горизонтальная скорость. Возьмем за величину горизонтального катета, например, число 15. Если что, это совпадает с множителем 1,4 на шкале. Выразим x из пропорции.
О чудо! Так получилось абсолютно то же самое, что использовалось для ручных графиков. Оказывается, множитель это тот самый тангенс, что используется в формуле угла Вейва, что и делает рабочим такой способ. Умножаем катет на отношение и получаем второй катет. Вот такая вот геометрия Dash. После того, как была введена вертикальная скорость калькулятора, он стал работать еще медленнее. Причина заключалась в массивности формулы, которая состояла из 3000 символов, да еще и повторялась более 1000 раз. Точнее, формулы как таковой-то и не было. Все считалось через пропорции самым неудобным и долгим путем из всех возможных, дабы просто повторить колебания. Теперь же можно вывести полноценную формулу на основе известных данных, которая несомненно будет в разы короче. Итак, начнем. Помните, как получаются универсальные фреймрейты? Напомню, они являются максимальными для коэффициента, который является общим делителем для ряда коэффициентов. Допустим, 0,1. Умножая его, например, на 2, мы получаем коэффициент, для которого данный фреймрейт уже делитель 2. Также работает и для остальных целых чисел. Так вот, а давайте будем считать коэффициент, для которого данный фреймрейт является максимумом. Назовем его ключом. По сути, действительно на спадах отношение уже нашего коэффициента с этим самым ключом будет нечетным числом, а в серединах волн четным. А ведь я еще когда составлял пропорции для глобальных волн, заметил некоторое соотношение между скоростями в разных слоях. Например, соотношение между слоями 4,2 4 к 2, то есть если сократить, то 2 к 1. То есть в слое 4 скорость всегда вдвое больше, чем в слое 2. В слое 6 таким же образом уже втрое больше, чем в слое 2. И так далее. Это на каждом фреймрейте постоянное свойство, даже в пределах глобальных волн. И поскольку ключ увеличивается пропорционально с увеличением фреймрейта, то умножая его на 2, мы уже получаем правильный слой 2. Ведь на максимуме всегда множитель x2.0. Но и не просто так было сказано про соотношение, ведь таким образом, умножая ключ уже на номер слоя или же середину волны, мы всегда будем получать очертания волны в диапазоне FPS, и они всегда будут правильные, ведь соотношение между слоями всегда одинаковое. Таким образом, все, что нужно, это разделить коэффициент на ключ, округлить до четного числа и умножить вновь на ключ. Вот она, наша скорость. Как же теперь вновь включить глобальные волны в график? И тут Текафай нашел такие же соотношения, но уже для глобальных волн. Например, в глобальной волне 10 в нижнем слое соотношение с ключом 20 к 8. Вы же понимаете, что это соотношение должно быть 2 к 1, чтобы формула работала как надо. И как это сделать, спросите вы? А тут все следует из этого самого соотношения 20 к 8. Оно ведь между нижним слоем и ключом. А нам надо, чтобы ключ был вдвое меньше. Поэтому мы 20 делим на 2. Чтобы при умножении на него уже получалось число вдвое меньше. И делим дальше на 8. Получается уже соотношение 2 к 1. Вот такой вот трюк. Он срабатывает и для остальных глобальных волн. Настолько точны соотношения. Получается, мы уже умножаем на середину глобальной волны, а значит по фреймрейту считаем ее, умножаем ключ и делим на 8. В результате получаются правильные соотношения между слоями в любой глобальной волне. По идее, можно еще и сократить дробь, разделив оба числа на 2, ведь от этого ничего не изменится, а выражение упростится еще больше. И возможно, так даже правильнее. И в таком случае мы могли бы еще и сам по себе ключ умножить на 2, и вообще все волны обозначить каждым целым числом. И тогда спады будут на каждых 50-х, что еще упростило бы формулу. Однако давайте оставим так, дабы не создать путаницу, ведь середина волны всегда была четным числом. К тому же все моменты ломки еще и совпадают с делителями от максимума, что так-то удобно и банально проще для восприятия. Думаю, никто с этим не станет спорить. В общем, вот финальная формула. И никаких осей не надо, никаких множителей. Вот так вот все просто на самом деле. Кстати, про округление до ближайшего четного. А ведь если разделить число на 2, то спады будут на каждых 50-х, как уже было сказано. А значит, мы можем использовать в таком случае математическое округление с помощью команды Google таблиц округл. Таким образом и была переделана формула округления. Вот чему будет равна, например, маленькая w. Да, может показаться смешным умножение на 2 сразу после деления на 2. Однако помните, что на выходе из скобок получается целое число, которое при умножении на 2 обязательно будет кратным 2, то есть четным, что нам и нужно.
И это банально самый простой способ подобного округления. Если вам интересно, то это сработает и для других чисел. Округление числа до ближайшего кратного 3, 4 и так далее. С этими изменениями формула была упрощена более чем в 20 раз и нисколько не потеряла в точности, а калькулятор получил космическую скорость. Результат вышел отличный, да и никто спорить не станет, что она в разы проще даже для восприятия. За место целой кучи всякого рода букв с самыми различными индексами, теперь их всего 7. Зависимость между ними банально более интуитивная, чем совокупность всех вообще свойств ломкой скорости, которые для понимания формул все еще в голове держать нужно. Тем не менее, это самая простая и поэтому буквально самая правильная вариация формулы, ведь все свойства ломки скорости теперь следуют из нее, а не наоборот. Но почему это так, узнаете не очень скоро. Впрочем, с формулой покончено. Однако действительно ли она так точно просчитывает скорость? В прошлой главе, конечно, было геометрическое доказательство правильности формулы, однако это недостаточно наглядно, и давайте все же попробуем ее уже в конкретном деле. Что в физике обычно связывают со скоростью? Путь и время. Так что можно попробовать посчитать длину уровня с учетом ломки скорости, а можно даже и сравнить уровни с учетом ломки скорости. Вот сейчас ГД два длиннейших уровня, Pointless Travel и Endless Travel, оба часовые. И непонятно, а какой из них все-таки считать длиннейшим? И вы наверняка уже сами поняли подвох. Если первый по идее длится на 3 секунды дольше, то во втором есть различные ускорители, из-за чего он продолжается на 69 блоков дальше в самом редакторе. И в теории можно было бы найти FPS, где скорости максимально близки друг к другу, и куб бы просто дольше ехал до финиша, что сделало бы Endless Travel длиннее. Однако возможно ли допустить настолько огромную погрешность в длительности уровня? Сразу стоит сказать, что можно было бы изменять FPS посреди левела, и таким образом максимально, насколько это вообще возможно, сблизить скорости. Однако какой в этом смысл, если отследить такие моменты и в них же менять FPS во втором уровне будет практически невозможно, а без этого можно было бы тогда вообще использовать разные FPS для двух уровней и сделать Endless Travel минут на 40 дольше. В общем, была поставлена цель найти конкретный фреймрейт, который будет использоваться от начала до конца обоих уровней, в ином случае эксперимент банально несправедлив. А пока формулы не было, TechAfy решил накидать варианты подобных фреймрейтов. Поскольку 4х скорости нет ни в том, ни в другом уровне, за ней следить бессмысленно. А поэтому в качестве первого варианта был взят предпоследний спад для 3х, последний для обоих уровней Necrophazy 2 в 19. Там же скорости и были максимально близки друг к другу. Если что, берем максимально близкий FPS к самому спаду, потому что чем дальше, тем больше разницы между скоростями. Все-таки разность торможения никто не отменял. И вот эти FPS, если вам интересно. Тестировать TechAfy решил следующим образом. Он убрал из обоих уровней все объекты, кроме ускорителей и финального препятствия, чтобы поставить только саму длительность уровней. Ставил нужный фреймрейт с помощью FPS Mult и на запись проигрывал оба уровня без спидхака. Да, способ не быстрый, однако пришлось терпеть, ведь иначе проверка формулы не удастся. Через пару часов результат 1248 с округлением FPS был получен. Pointless Travel был все так же длиннее, однако разница составила уже меньше секунды, а продлились оба уровня на 9 минут меньше обычного. Как бы то ни было, больше всего интересно здесь то, что время сессии мегахака, которое считается с помощью часов на компьютере, сильно не совпало с тем, что появилось в окне победы. Во время попыток не ставилась пауза, Smooth Fix был отключен, однако это мог быть эффект от FPS Mult, который мог слегка замедлить игру, чтобы прогрузить все ходы, что так-то правда происходит на больших FPS, и фактическое время действительно было больше того, что насчитало GD, и это вполне могло объясняться замедлением игры, так что не будем на этом зацикливаться. А эти пару часов TechAfy, естественно, сложа руки не сидел, а создал противоположный аналог калькулятора, который рисовал график не от номера некрофазы, а от числа FPS. И движение вправо по графику значило повышение уже как раз таки некрофазы, горизонтальной, если что. Дело в том, что скорости в Endless Travel есть не только в некрофазе 19 степени, но и в 14, 15, 16 и 17. Так что стоило поискать FPS, где скорости максимально близки во всех этих некрофазах. Так он и нашел вторые потенциальные FPS для эксперимента, 1628. Результат составил себя ждать пару часов, однако ради чего? Разница составила теперь больше секунды. Тут и думать не надо, что на глаз определить нужный FPS не получится. И тут фактическое время было меньше того, что появилось в окне победы. Хотите сказать, что теперь FPS Mult ускорял игру? Когда количество FPS увеличилось и должно быть наоборот, больше проблем с производительностью? Это как-то все странно.
Что ж, давайте перейдем уже к формуле длины уровня. Как раз за то время у Тиака появилось представление, как это все можно сделать. Естественно, за основу была взята элементарная формула из физики. Посчитать путь не составит проблемы, ведь это будет просто расстояние от начала до конца уровня, скорее всего в юнитах. А вот посчитать скорость будет уже проблематично, ведь неизвестно даже, сколько юнитов в секунду составляет коэффициент 1. Сперва было решено попробовать в качестве ориентира полоску длительности работы триггера, выставив там время ровно 1 секунду. И вот что получилось. Первые тесты формулы было решено провести над Pointless Travel, поскольку в нем нет изменений скорости, и там оставалось только измерить путь. А это был последний юнит перед полетом в финишный портал. Вот это число. 994 494. И естественно, сначала стоило опустить ломку скорости, дабы подогнать величину скорости в юнитах в секунду. Сейчас при делении пути на 254,5 должно получиться 66 минут, то есть 3960 секунд. И вот что получилось. Что? Откуда такая разница? Неужели та полоска такой плохой ориентир? Похоже на то. Если же посчитать скорость, разделив путь на время, получится 251,13 юнитов в секунду. И если учесть, что тут есть погрешность, а именно уровень идет явно неровно 3960 секунд, то неужто на 0,5х скорость равна 251,16 юнитов в секунду? Это, если вы не поняли, равняется максимальным FPS для 0,5х скорости в некрофазе 22 степени, и в этом стоило убедиться. Вы наверняка помните, как было доказано равенство торможений для 3 и 4х, а поэтому стоило также проверить эти числа в больших масштабах. Например, попробуем посчитать путь для уровня длиной в 107 566 минут и 18 секунд. Это, если что, вот столько вот секунд. Потом с помощью мегахака поставим на соответствующую координату по иксу любой объект и проверим, совпала ли длина уровня. Итак, 251,16 умножить на количество секунд равно вот столько юнитов. Теперь ставим туда блок и знаменательный момент. Все сработало. Не обращайте внимания, что вышло на 1 секунду меньше, ведь все числа округлялись, в том числе и само значение длины уровня в игре. И даже несмотря на эту погрешность, результат в целом замечательный. Для 1х это тоже сработает. И тоже показывает на 1 секунду меньше, но это не критично. Это скорость в юнитах при множителе x1. И теперь можно с уверенностью сказать, что лимит FPS по интеркрейте это последнее, чем являются 360 FPS для GD. Ведь значение торможений в некрофазе 22 степени, скорость в юнитах в секунду на коэффициенте 1, а это, если вы забыли, значения близкие к 360. Теперь, когда есть скорость в юнитах в секунду, оставалось лишь создать отдельную таблицу внутри калькулятора для вычисления длины уровня. Тут остановимся поподробнее. Она находится в калькуляторе от количества FPS, где движение вправо есть увеличение некрофазы. Думаю, нет смысла объяснять, почему это так. Сама таблица разделена на две части. В верхней нужно вручную написать количество юнитов в пределах некрофазы, который проезжает куб на разных скоростях. Важно, чтобы их сумма равнялась общему расстоянию некрофазы, а это 2 в степени n. Над крайним столбцом появится звездочка, означающая последнюю для уровня некрофазу. Однако она может появиться и над другими столбцами, например, если столб пропущен или сумма юнитов не равна 2 в степени n. Если звездочка одна, то таблица заполнена правильно, и слева появится серая галочка. Если нет, то красный крест. Это все нужно для того, чтобы обозначить продолжительность уровня. Поскольку скорость при стабильных FPS в пределах некрофазы не меняется, разве что только от самих ускорителей, это все и есть величины пути для скоростей. Далее от них будет считаться длина этих отдельных зон, а их сумма уже будет общей длиной уровня. Принцип такой. Этих таблиц на самом деле две, для двух уровней, чтобы в итоге их можно было сравнить. Если что, чтобы вам меньше забивать голову, обе таблицы уже заполнены заранее. Верхняя Endless Travel, нижняя Pointless Travel. Этот процесс запарный, конечно, но иначе никак. В нижней части находится уже сама формула. Для начала разберем режим нормальной длительности уровня, то есть длительности с нормальной скоростью, которая еще отображается в редакторе. Время считается в секундах, опять же по формуле путь делить на скорость. Путь у нас есть, но нет скорости, однако ее легко посчитать. В этом режиме она не зависит от некрофазы, а торможения, точнее максимальные фреймрейты для коэффициента 1, по факту записаны сразу в некрофазе 22 степени, так что совпадают со скоростью в юнитах в секунду, также для коэффициента 1. Поэтому торможение просто умножается на коэффициент и получается эта самая скорость. А потом те юниты, что записаны в таблице выше, делятся на эту скорость. Вот и секунды, которые проезжают куб в некрофазе на конкретной скорости. Как уже было сказано, считается длина всех отдельных зон, а затем слева собирается их сумма, общая длина уровня.
И вот вы уже можете заметить, что результат совпадает с действительностью. Если что, есть как отдельные режимы в секундах, минутах и часах, так и привычный нам циферблат, Techafight даже о нем запарился. По краям этой части, сверху и снизу, 2 ряда нулей, пока что мы это пропустим. Посередине же как раз таки разница длин уровней, есть возможность посчитать ее отдельно для каждой некрофазы, поэтому эта функция включена по умолчанию. Как видите, в конце она чуть меньше 3 секунд. В нашем случае это число отрицательное, значит нижний уровень длиннее. Напомню, что снизу у нас Pointless Travel, так что снова все сходится. Окончательная разница, если что, отображается также слева в основной таблице. Ну что ж, пришло время инновационного режима правильной длительности уровня, учитывающего ломку скорости. По сути он работает аналогично, но основное отличие заключается в умножении торможения не на стандартный коэффициент, а на фактическую горизонтальную скорость, которая вычисляется в самом верху калькулятора. Скорость там считается сразу в коэффициенте, поэтому, зная торможение, мы таким же образом можем перевести его в юниты в секунду путем умножения. Если что, погрешности здесь нисколько не больше, позже вы сами в этом убедитесь. Еще отличие в том, что тут учитывается, есть ли в принципе скорость. Вы могли заметить, что ячейки с нулями стали оканчиваться. Связано это с понятием x пост лимита, то есть момента, с которого скорости далее больше не будет, и смысла считать секунды просто нет. Если скорости нет в некрофазе, в которой еще продолжается уровень, ячейка даст об этом знать, а длина уровня будет считаться до этого самого x пост лимита, ибо иначе она упрется в бесконечность, что не очень-то корректно. Кстати, по краям нулей сменились разницы нормальной длительности с правильной. По сути, это тот самый рассинхрон геймплея с музыкой из самого первого эксперимента, только теперь он считается математически точно. И как видите, в свое время рассинхрон был посчитан неправильно. Да. Возможно, это случилось из-за просадок FPS, возможно, из-за пауз. Ну да ладно, суть там была не в этом. Фух, в общем-то, надеюсь, вы все уловили. Пожалуй, это самый комплексный участок калькулятора. Мало того, что он включает в себя основную формулу скорости, становясь таким образом уже сложнее нее, так еще и столько нюансов, таких как x пост лимит и прочих. И тем не менее, понимание всего этого сейчас важно для осознания корректности эксперимента. Techafight запустил формулу, теперь торможение умножается на фактическую скорость и становится значением v для формулы. Теперь давайте сверим результаты вычислений. 1628 FPS возьмем. Но ничего не совпадает. Что же опять пошло не так? Стойте. Так-то результаты совпали, но только со счетчиком времени мегахака, который берет время с часов на компе. Результаты вычислений для 1248 с округлением FPS тоже совпали только со счетчиком мегахака, причем секунда в секунду. И тут встает вопрос, а по какому вообще принципу счетчик времени в ГД считает время? Потому что со своей задачей он вообще не справляется, ведь даже банальная секунда работы триггера почему-то тоже не совпадает с действительной секундой. И ведь я еще давно, когда играл в экстримы целыми днями, заметил, что вроде играл часов 10, не выходя из уровня, даже без учета пауз, а ГД показывало время меньше 9 часов. В общем, товарищи, делаем вывод. Время в ГД считается неправильно. Вот так феномен открылся чуть ли не с пустого места. Жесть, кто бы мог подумать. Что же дальше? А дальше он сравнил и результат вычисления разницы длин уровней, и он тоже совпал с действительностью, что было вполне закономерно. И он стал перебирать все целые фреймрейты от 1 до 2009 в поисках минимальной разницы между длинами уровней. Если что, с 2010 FPS игра упрется в X пост лимит в некрофазе 19 степени. На них и более уровни будут бесконечные, так что далее проверять нет смысла. Итак, наконец, третий вариант FPS, самый сложный, но самый близкий к цели эксперимента, 1036. Там разница составила 0,15 секунды в пользу Pointless Travel. Если снова протестировать их в игре, все сойдется. Получается, нет таких FPS, где Endless Travel будет длиннее? А давайте немного схитрим, рассмотрев оба уровня внимательнее. Раз в Endless Travel есть ускорители и немало штук, может какой-нибудь из них можно облететь, сделав уровень длиннее? Ну да. Там можно пропустить один единственный некрофазе 16 степени ускоритель, пролетев мимо него на вейве. И нет, это не невозможно, тем более на таких-то FPS. И таким образом можно отредактировать таблицу юнитов. Вы готовы к результату? Pointless Travel оказался короче Endless Travel на 0,9 секунды. Тесты в игре это также подтвердили. Туда его! Да, мы использовали небольшую хитрость, ведь мы не взяли во внимание то, что уровни невозможно на 1036 FPS сами по себе из-за герц-багов.
Но тот трюк на вейве еще как возможен, ровно так же, как и на правильных для уровней FPS. И тем не менее, только представьте, уровень, который длится на 3 секунды дольше другого уровня, можно сделать короче него. И теперь только попробуйте мне сказать, что механика ГД до скуки стабильная штука. Ну, вообще, отчасти это так, ведь все-таки формула очень даже точная вышла по итогу. Однако, нормально ли в принципе такая ломка? Пока что сказать трудно. Стоп, а у вас голова не идет кругом? У микрофона, кстати, Тьяку-Фай, между прочим. И я сейчас говорю серьезно. Разность торможений на скоростях, волны скорости и ломка угла вейва, некрофазы, рассинхрон геймплея с музыкой, отставание мув-триггеров с Follow Player X, проблема с длительностью уровней и добрая половина герцбагов. Все это баги физики Geometry Dash, которые в этом видео мы успели рассмотреть. Но и это до сих пор не все, представляете себе. И я мог бы далее продолжать видео, однако я думаю достаточно на этом. Тем более для понимания дальнейшего материала вам нужно переварить всю информацию из этого видео. Поэтому на этом мы пока остановимся. Однако не расстраивайтесь, на время до выхода второй половины видео я хочу устроить интерактив. Как вы уже успели понять вместе со мной, проблемы в близких некрофазах никуда не деваются, а просто становятся менее заметными. Поэтому я придумал такой интерактив, который заключается в том, чтобы найти как можно больше ограничений возможностей редактора в довольно далеких некрофазах. Например, уже было обнаружено, что ротейт триггеры в некрофазе 19 степени уже не могут при повороте в 360 градусов вернуть объект в ту же точку окружности. Из-за этого во время вращения объект съезжает относительно центра. И то есть понимаете, да? В близких некрофазах происходит примерно то же самое, но в меньших масштабах. Таких багов наверняка еще целая куча, и чем больше их удастся найти, тем более глубоко это будет изучено. Станут понятны и способы исправления таких багов. И если вам интересно, то после окончания этого видео бегом на новую премьеру уже на моем канале. Там уже через несколько минут будет объявлено, как все будет проходить. А насчет второй половины видео, а точнее, когда она выйдет, обещания никакого дать не могу. Знатоки уже заметили в начале видео небольшую фактическую ошибку, что видео про физику ГД вышло около года назад, тогда как вышло оно уже 2 года назад. И вот вы сами прикиньте, насколько раньше должно было выйти это видео. И тем не менее, могу уверить вас, материал во второй половине не менее интересный. Так что подписывайтесь на мой канал и ждите новостей. Я частенько публикую их во вкладку сообщества, а иногда еще и свежие факты про физику ГД закидываю. Так что выход второй части таким образом вы явно не пропустите. С вами были Эйрили в роли закадрового голоса на протяжении всего видео и Тьяку-Фай в роли путеводителя. До новых встреч! Интересно, как после этого видео в комьюнити будет восприниматься физика с этими добавками? Ведь я почти уверен, что стал неким первооткрывателем в этом деле и только что рассказал всем что-то новое. На этом все. Всем удачи и пока.